Младенец уже был готов к погребению, когда произошло нечто невероятное. Мать держала его крошечные ручки в последнем прощании, но словно по чуду почувствовала, что он пошевелился. Сначала ей показалось, что это всего лишь иллюзия, но то, что произошло дальше, всех поразило. Дорогие зрители, напишите, с какого города вы смотрите. На рассвете того холодного субботнего утра Марина сидела неподвижно перед открытым детским гробом. Комната была заполнена глухим шепотом, едва слышными рыданиями, капающими слезами и затихающими молитвами. Все происходящее казалось ей дурным сном, сценой из чужого кошмара. Внутри нее было только одно — пустота, которую ничто не могло заполнить. Перед ней лежал Чарли, ее сын, ее ребенок, ее дыхание и смысл жизни. Ему не исполнился даже год. Его тело казалось таким крохотным, хрупким, почти нереальным, как фарфоровая кукла в белом гробу. Ее муж Гарри стоял рядом, бледный, не в силах отвести взгляда от лица сына. Он медленно гладил ладошку Чарли в надежде сохранить в себе последнее осязаемое воспоминание о прикосновении к нему. Они ждали этого ребенка так долго. Его первые шаги, первые слова, смех — все казалось чудом. И теперь все это было отнято. «Прости», — прошептала Марина, наклоняясь к малышу. «Я не смогла тебя защитить». В этот момент она вновь сжала его ладошку и почувствовала нечто странное. Легкое, почти неощутимое движение. Она отдернула руку, моргнула несколько раз, ее сердце забилось быстрее. Наверное, показалось, просто теплое воспоминание, подумала она. Но когда она вновь коснулась пальчиков, движение повторилось. Марина застыла. «Гарри! Он сжал мою руку». Муж уставился на нее потрясенный и тут же сам наклонился. Он коснулся лба малыша и замер. «Марина! Он теплый. Я чувствую. Он не холодный». Удивление на лицах окружающих сменилось тревогой. Некоторые родственники подошли ближе. Один из них осторожно коснулся щечки малыша и прошептал: «Это невозможно. Он теплый». Марина трясущимися руками снова взяла сына за ладонь. На этот раз она ясно ощутила. Он ответил. Слабо, но однозначно. Его пальчики двигались, будто цепляясь за мать. Началась паника. Кто-то закричал. Бабушка упала на колени, молясь. Двоюродный брат выбежал на улицу звать на помощь. Марина, не отрываясь от сына, повторяла: «Он жив! Я чувствую! Он жив!» В ближайшей аптеке работал их знакомый, Алекс, фармацевт. Мужчина средних лет, уважаемый в районе. Он услышал крики, выбежал на улицу и сразу бросился к дому. Увидев, что происходит, он, не задавая вопросов, побежал обратно, схватил портативный монитор, стетоскоп и вернулся. В комнате воцарилась тишина, когда он подключил прибор. На экране едва уловимо заиграла тонкая линия, слишком неуверенная, чтобы назвать ее нормальной, но достаточная, чтобы Алекс воскликнул: «Он жив! Вызывайте скорую, немедленно!» Бригада приехала через 12 минут, и то, что они зафиксировали, шокировало даже опытного фельдшера. Слабый пульс, нестабильный, но реальный. Малыша тут же подключили к кислороду и увезли. Родителям не позволили ехать в машине. Санитарные правила, говорили врачи. Но сердце Марины разрывалось. Как так? Ее ребенок едет один, а она не может быть рядом? «Гарри», — шептала она в машине, пока они следовали за скорой. «Нас чуть не заставили похоронить его заживо». Когда они прибыли в больницу, Марину заставили остаться в приемной. Прошло почти 40 минут, прежде чем к ним вышла молодая медсестра.
Она говорила спокойно, но строго. «Мы стабилизировали его состояние. Он на аппарате ИВЛ. Но нам нужно понять, как и почему это случилось. Я знаю, вам страшно, но, пожалуйста, доверьтесь нам». Марина не могла поверить. Ее сын жив. Но как такое могло произойти? Ответы начали появляться на следующий день, когда в больницу пришли полицейские. Они опрашивали родителей, врачей, медсестер. Под давлением началось внутреннее расследование. Выяснилось, что 3 суток назад, когда Марина впервые привезла малыша с высокой температурой, их осмотрел доктор Серхио Кортес, молодой врач, находившийся на дежурстве. Он даже не посмотрел на ребенка, говорил Гарри полицейским. Мы ждали 3 часа, прежде чем он вызвал нас. Он был в телефоне. Сказал: «Это простуда. Купите сироп, сбейте жар». На следующий день, когда состояние Чарли стало критическим, они вернулись. Но было поздно. Врачам удалось лишь временно стабилизировать его. Через несколько часов была объявлена смерть. «Но он не умер», — закричала Марина, когда услышала вердикт. «Он не умер. Мы чувствовали его тепло. Он сжал мою руку. Его сердце билось». История вызвала общественный резонанс. Местные новости подхватили ее почти сразу. В соцсетях начались обсуждения. Под окнами больницы появились первые плакаты. «Дети, не статистика. Требуем ответа». Доктор Кортес был временно отстранен. Затем задержан. Выяснилось, что он уже получал дисциплинарные жалобы за небрежность. Его лицензия была приостановлена. Спустя 2 недели Чарли впервые самостоятельно открыл глаза. В ту ночь Гарри держал его на руках, тихо плача. Марина сидела рядом и гладила сына по волосам. «Мы тебя не отпустим», — шептала она. «Никогда». Ребенок улыбнулся, слабой, кривой, но настоящей улыбкой. История их семьи стала символом борьбы за ответственность в системе здравоохранения. Она облетела всю страну. Врачи из других городов комментировали ее на профессиональных форумах. Министерство здравоохранения запустило внеплановую проверку всех отделений приема по стране. Но для Марины и Гарри все это было фоном. Главное, их сын жив. Каждый день они учили его снова. Есть, держать игрушку, делать первые звуки. Все было как впервые. Только теперь на вес золота. Когда суд объявил приговор доктору Кортесу, 6 лет лишения свободы за халатность, приведшую к угрозе жизни пациента, родители не радовались. Им не нужна была месть. Им нужна была справедливость. Теперь по ночам Марина часто просыпается и идет к кроватке. Смотрит, как Чарли дышит и кладет свою ладонь на его руку. Когда он слегка шевелится во сне, она улыбается. Это движение навсегда останется для нее тем самым чудом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.